паллиативном лечении в регионе. Would you like me to keep going, Anna? Yes, thank you. Great. So thank you everyone for joining us today and for the people that are going to be watching afterwards. Спасибо всем, кто присоединился сегодня, и к тем, кто будет смотреть презентацию после. And thank you, Dr. Irina, for translating for me today. И спасибо мне за перевод сегодня. I can speak Russian, but not well enough yet for a presentation, unfortunately. Она может говорить по-русски, но, к сожалению, не настолько хорошо, чтобы самой провести презентацию сегодня. So today we're going to cover the topic rehabilitative palliative care or rehab in palliative care. Сегодня мы поговорим о реабилитационной паллиативной помощи. So I'm an adult physician, but I really love palliative care, and that's what our project is doing here, working with the nurses and the doctors in the villages and supporting them with palliative patients. Так, она сама врач, значит, лечит взрослых пациентов, но ей очень нравится работать вот именно в этом проекте, работать с медицинскими сестрами, с врачами и помогать им оказывать паллиативную помощь пациентам региона. And I know from experience here, often it can be really scary for physicians and health providers with palliative care patients because it feels like we can't do very much. Она знает из собственного опыта, что для врачей, для медсестер иногда это довольно пугающая практика работать с паллиативными пациентами, потому что появляется ощущение, что мы им ничем не можем помочь. So the main thing I want to share from this presentation is a little can go a long way, and we all can do something to help our patients in this area. И основная идея сегодняшней презентации – это рассказать о том, что даже небольшие усилия могут принести значительные результаты, и мы всегда можем что-то сделать для паллиативных пациентов. So yeah, I already said a little bit about myself and our project Kunnoru, and that's through the organization STLI, the NGO. Но она уже упоминала, немножко дала информации о себе, о проекте Конору, который проходит под эгидой STLI. So it's always good to know where we're going. So our aims are to increase our understanding of palliative care patients. Итак, значит, всегда хорошо знать, куда мы идем. Значит, наши цели – это прежде всего усилить, укрепить ваше понимание паллиативных пациентов. And to equip us to use this knowledge practically, because there's no point knowing it if we can't use it well. So hopefully I can help you practically today. И второе, вооружить нас умением применять эти знания на практике, потому что знание бесполезно, если оно не применяется. Поэтому мы поговорим о том, как эти знания практически использовать. So always good to start with a definition, and I always think the World Health Organization gives it very clearly for us. Итак, всегда хорошо начать с определения. Значит, Всемирная организация здравоохранения дала очень четкие определения. Do you mind if you just read those 2 points for me, Dr. Irina, please? Окей. Так, я просто прочту вслух. Оказание паллиативной помощи – это подход, направленный на улучшение качества жизни пациентов, взрослых и детей, и их семей, которые сталкиваются с проблемами в связи с опасными для жизни заболеваниями. Благодаря ранней диагностике, правильной оценке и лечению боли, а также решению других проблем, будь то физических, психосоциальных или духовных, паллиативная помощь позволяет предотвратить и облегчить страдания. Облегчение страданий требует решения вопросов, которые выходят за рамки купирования физических симптомов. При оказании паллиативной помощи используется комплексный подход к оказанию поддержки пациентам и ухаживающим за ними лицам. Имеется в виду удовлетворение практических потребностей и консультирование в случае потери близких. Кроме того, предлагается система, ориентированная на содействие пациентов в поддержании как можно более высокой активности на протяжении всей жизни. Thank you. So I will probably say multiple times through the presentation, like why I love palliative care as a specialty.
Значит, будем надеяться, что во время презентации будет время для того, чтобы рассказать, почему Ханне так нравится работать именно в области паллиативной помощи. Which can be quite unusual because often, especially as a doctor, we want to treat, to cure people. Это выглядит несколько необычно, потому что всегда, как врачи, мы хотим сосредоточиться именно на лечении, мы хотим иметь возможность вылечить наших пациентов. But I think more than lots of specialties, we really get to treat the patient as a whole patient, thinking about physical, psychosocial, and spiritual. Но более чем другие специалисты, именно специалисты по внутренним болезням, общей практике, они сосредоточены на том, чтобы лечить пациента в целом. Не только его физические недомогания, но и его духовную, социальную сторону. I'm really focusing on quality of life for patients and being able to try and address their practical needs, really in whatever way that looks like. Значит, мы стараемся сосредоточиться на том, чтобы улучшить качество жизни пациентов, чтобы помочь им во всех аспектах их жизни. And it really does come from the multidisciplinary team perspective. And I really loved some of the teams I worked with in England. Some of the best teams I've worked with have been palliative care teams. И это подводит нас к тому, что работать должна мультидисциплинарная команда. И Ханна очень с большим теплом говорит о своей мультидисциплинарной команде, с которой она работала в области паллиативной помощи в Великобритании, потому что это, наверное, лучшая команда, с которой ей удалось поработать. I love that it needs doctors, nurses, occupational therapists, physios, counsellors, the relatives, the patient all to work together to do palliative care really, really well. И ей нравится то, что вместе работают врачи, медсестры, специалисты по физиотерапии, родственники пациентов. Все вместе работают для того, чтобы оказать как можно лучшую, оптимальную помощь их пациентам. But today I'm really going to focus on the rehabilitation side, because I know lots of you watching are from a rehab perspective. Так, значит, но сегодня мы больше будем говорить о реабилитационной части помощи, потому что, значит, мы поговорим о паллиативной помощи с точки зрения реабилитации. So just to explain with our team here, so my experience in Kyrgyzstan from our team perspective. Так, немножко больше о команде, с которой она работала в Кыргызстане. So in my team, there is myself, an adult physician, my husband, who's a pediatrician, a local social worker, and our local colleague does translation for us and helps us with cultural adaptation. Так, значит, в ее команду входила она, специалист по лечению взрослых людей, значит, ее муж, который педиатр, дальше социальный работник, переводчики, то есть все, кто мог помочь в работе вот с этими пациентами. So just really to explain the perspective where I'm coming from, I'm not therapy trained, but to help the patients that we come across, I've had to upskill myself in some of these areas. Значит, хотелось бы объяснить, что она сама не подготовлена как специалист, именно физиотерапевт. И ей пришлось наращивать свои навыки, свои знания для того, чтобы работать вот в этой мультидисциплинарной команде. So just going back to what is rehab in palliative care? Значит, теперь давайте вернемся к работе в области паллиативной помощи. So it's a model which integrates rehabilitation, enablement, self-management, and self-care. Так, вот реабилитационная паллиативная помощь – это модель, которая объединяет реабилитацию, расширение возможностей, самоконтроль и самообслуживание. And it's really wanting to optimize people's function and enable them to live as independently as possible, regardless of the disease that they have. Значит, цель этой помощи – это оптимизировать функциональные возможности и улучшить благополучие пациентов, дав возможность жить как можно более независимо и полноценно, вне зависимости от развивающегося заболевания.
And really giving the patients choice, in the options that they have, because patients, there's always choice. They might feel like there's not lots, but there is always some choice. Они стараются всегда дать пациентам возможность выбора. Значит, выбор может быть ограничен, но все равно у пациентов всегда есть возможность какого-то выбора, и очень важно его дать. And usually we're really concentrating around activities of daily living, because these are the things that the patients will need to do. Обычно команда концентрируется на повседневной жизни, на действиях, которые нужно совершать ежедневно для нормальной жизни пациента. So like eating, enjoying their food, managing getting to the toilet, those kind of things. Значит, например, кушать самостоятельно, получать удовольствие от еды, самостоятельно, значит, ухаживать за собой, посещать ванную, туалет и так далее. То есть вот такие самые простые повседневные действия. But also thinking if the patients have specific goals, aiming towards those things. Кроме того, если у пациента есть какие-то свои специфические цели, то мы направляем усилия на эти цели тоже. So it's really about empowering people to come to terms with losses that they've got and accepting their new states of how they are. Значит, это дает возможность пациентам несколько адаптироваться к своему новому состоянию, к тому, что постоянно происходят какие-то потери, и с ними нужно уметь конструктивно справляться. And the losses aren't always obvious. Значит, вот эти потери, они зачастую очевидны. So, for example, say a mum is so used to running her household very well. Ну, например, женщина очень хорошо справлялась с содержанием своего дома. But now, because of her illness, she can't do that so well anymore. Но теперь, в связи с тем, что она тяжело больна, она не может выполнять обычную домашнюю работу. So family members might feel it's the kind thing to do all of that work for them now, to support them in that way. Члены семьи теперь должны взять на себя эту работу и поддержать ее в этой области. But actually, she might feel a great loss of not having that role anymore. Но она чувствует себя потерянной, она чувствует, что она потеряла возможность выполнять свою обычную роль в семье. So actually, a good goal would be to help her perform some of those functions still, if possible, because she may have less losses that way. И в этом случае хорошим подходом будет помочь ей восстановить возможность выполнять какие-то из этих потерянных функций. Многое она уже не может, но если она может что-то, это позволит ей не чувствовать себя такой потерянной. So it's just really important to know our patients well and what their likes and dislikes are, and what they want to be able to do. Поэтому очень важно хорошо знать пациента, знать, что он любит, чего он не любит, и что он еще может делать. And often it involves different health professionals, depending on how many you have. И, значит, очень часто это, значит, требует вмешательства различных профессионалов, чтобы понять, значит, чтобы сделать все, что мы можем сделать. So often it is good to have goals. Итак, зачастую очень важно установить цель. And usually it's really good to have those between you as the patient and the health professional. Обычно очень важно согласовать эти цели между специалистом, между медиком и пациентом. But I just wanted to focus that there are different types of goals. Так, но хотелось бы подчеркнуть, что существует несколько различных типов целей. So the first one, which probably lots of you who are working in rehab are used to, the restorative goals. Значит, первый вид целей, значит, наверное, это одни из первых целей, с которыми мы сталкиваемся, это цели восстановительной терапии. And that's really to return a patient back to their full normal function.
Так, ну, естественно, мы не сможем вернуть пациента к полной функциональности, которая у него была до заболевания. So that might be if someone's fractured a bone in their hand and then you've given them rehab to get back to normal full function after the break has healed. Значит, если у пациента был просто перелом, то, естественно, мы стараемся восстановить полную функциональность, которая у него была до перелома. So that won't be as used in palliative care, but it sometimes can be with palliative patients. Но, естественно, такого не получится, если мы работаем с паллиативными пациентами. Но иногда удается восстановить функцию практически полностью. Because palliative care, the term can be used for a whole spectrum of patients. Значит, паллиативная помощь, она охватывает весь спектр пациентов. So from when a patient is diagnosed with a non-curative condition right at the beginning. Значит, это касается пациентов, которым установлен диагноз неизлечимых состояний в самом начале, изначально. And that can go all the way to end of life care, the last few days to weeks. И до конца их жизни, то есть до последних дней и недель их жизни. And really from diagnosis to when a patient dies can be very varied. For some patients, that actually can be years that they're classed as palliative, or for some patients, it can just be short weeks. Так, и вот продолжительность этой паллиативной помощи от момента постановки диагноза неизлечимого заболевания до момента смерти, продолжительность это может быть очень разной. Это могут быть годы, а может быть очень короткий период в течение нескольких недель, например. So then preventative goals, as we know, preventing things does make our life easier than having to deal with things we could have prevented. Так, профилактические цели. Как вы знаете, профилактика делает нашу жизнь проще. И, значит, гораздо легче предотвратить заболевание, чем его потом лечить. So especially in palliative care, things like pressure sores, doing preventative management, having preventative goals so they don't occur if possible. Так, ну, и это же касается паллиативной помощи. Ну, например, предотвращение появления пролежней. Гораздо лучше предотвратить пролежни, потому что их очень тяжело потом лечить. And sometimes we can think of some of those things when people are on treatment, like chemotherapy, and thinking about things patients can do to prevent some of the side effects and problems from the chemotherapy. Или, например, когда пациент находится на химиотерапии. Значит, лучше заранее подумать о том, что можно сделать для пациента и что может сделать сам пациент, чтобы предотвратить побочные эффекты от химиотерапии. And then supportive goals, so just focusing on maximizing function, independence, and participating in meaningful activities alongside the illness for as long as possible, as long as the patient wants. Значит, поддерживающие цели. Значит, тут мы сосредотачиваемся на поддержании максимальной функциональности, независимости пациента и его возможном участии в значимых видах деятельности. Значит, насколько он может и насколько он хочет это делать. And then palliative goals, and really supporting the patient to really adapt to their new situation, a situation which may continue to deteriorate. Паллиативные цели. Они включают в себя помощь пациентам адаптироваться к тому, что происходит, адаптироваться к развитию болезни и, соответственно, необратимым изменениям функций, которым это сопровождается, значит, и со связанными с этим потерями. So really, why do we want to rehabilitate palliative patients? Итак, зачем мы пытаемся реабилитировать паллиативных пациентов? I think patients and relatives and health professionals can feel like this, that they have a non-reversible illness. Maybe it's best just for them to go home and then there's no more medical input. Некоторые врачи могут думать, да и родственники могут думать, что если у пациента неизлечимое заболевание, мы не можем
больше ничем помочь. Может быть, просто выписать, отправить человека домой, и пусть он там доживает. But for me, it's really, really important, and I've really seen the positive effects of palliative care in patients' lives here in Kyrgyzstan. Но Ханна говорит, что для нее это очень важно, и она действительно видела положительный эффект паллиативной помощи, который оказывался пациентам в Кыргызстане. So really, it is to maintain dignity, maintain function, maintain independence, and improve their quality of life. Паллиативная помощь помогает сохранить достоинство, сохранить функциональность, сохранить независимость и улучшить качество жизни. So really holding on to those values when we're treating patients with incurable diseases. Когда мы лечим пациентов с неизлечимыми заболеваниями, мы держимся вот этих целей. And that can also really help the family, who are often the carers here. И кроме того, мы можем помочь пациентам, которые чувствуют, что они беспомощны в этой ситуации. We really see the family, the carers and the patient as a team, and we'll often talk to them about that you're a team, you need to help each other with these things and keep the communication open. Мы работаем с семьями, которые оказывают помощь вот таким своим пациентам, своим членам семьи, и мы им говорим, что вы команда, вы работаете вместе, мы работаем с вами, и мы все время открыты к помощи, к диалогу. So questions that I'm normally asking my patients. Вопросы, которые обычно задаются пациентам. So what are your aims and hopes for the next week or the next few months? Так, какие у вас цели, на что вы надеетесь на следующую неделю, на следующие несколько недель или месяцев? And that really can look like what the patient wants. Keep it very open to begin with when you ask these questions. Это очень важно понять, что пациент хочет, поэтому очень важно задать вот эти открытые вопросы. And really, what is it important for you to be able to do? Что для вас важно иметь возможность сделать? And sometimes patients really surprise you on the answers of those questions. И иногда ответы пациентов на эти вопросы могут вас сильно удивить. Because I think as health professionals, we have in our head what should be important, what would be important, but that isn't always the first and second thing for the patient. Как медицинские работники мы уже держим в голове какие-то вещи, мы представляем, что должно быть важно для этого пациента, что для него в реальности важно, а для него, может быть, это вещи, которые во втором или даже в третьем ряду по важности. Like I've thought before, maybe, the patient getting to the toilet themselves still would be important to them. Например, для какого-то пациента, может быть, самое важное – это иметь возможность самостоятельно посещать туалет. And it was important, but more important for the patient was to be able to sit comfortably in a wheelchair so they could go out and sit in the garden. А для другого пациента более важно оказалось иметь возможность самостоятельно удобно сидеть в инвалидном кресле, чтобы можно было самостоятельно выезжать в сад. Especially when palliative care patients often have, are very fatigued and have less energy. It's how do they want to spend that energy that they have? У многих пациентов на паллиативной помощи сильное недомогание, выраженная слабость, мало энергии. Очень важно знать, как они хотят использовать вот эту оставшуюся энергию, которая у них есть. But we know that difficult times are to come, so we need to hope for the best, but we also do need to plan for the worst as well. Кроме того, мы знаем, что состояние будет постепенно ухудшаться. Поэтому мы надеемся на лучшее, но все-таки должны готовиться к худшему. I've heard a lot of people not say they don't want to take away patients' hope in these situations. Sorry, could you please repeat? I'm sorry. I've heard a lot of people in these situations, like the health professionals, relatives, not want to take away the patient's hope.
Так, у нее было много пациентов, у которых медики и члены семьи не хотели, так сказать, отбирать надежду. But in my experience here, it's really working together with family, the patient, and being realistic about things, but keeping talking about the situation. Так, по ее опыту работы здесь очень важно сохранять реалистичность и говорить с пациентами о реальной ситуации. Sometimes a patient might have overambitious goals and be here. Иногда у пациентов слишком амбициозные цели. And the health professionals' goal might be here. And sometimes you have to meet in the middle. You might be closer to theirs. They have to come closer to you, but find some middle ground in those expectations and hopes. А работники здравоохранения, наоборот, считают, что цель должна быть самая минимальная. И, может быть, имеет смысл обсудить эти цели и как-то их сблизить, встретиться где-то на середине в области восстановления функциональности. So now I'm just going to have some examples of some patients and some management options from a rehab side. Теперь давайте обсудим несколько клинических случаев и поговорим о возможностях помощи таким пациентам. Normally, I would do these cases with some more discussion, but obviously not possible today. But please feel free to use these cases in any way helpful. Значит, сегодня у нас нет возможности использовать, так сказать, более подробно, но если вам нужно, вы можете эти примеры клинических случаев использовать там, где вам нужно. So these cases are all based on my patients that I've seen in the Getty-Oghuz region. Так, вот эти вот клинические случаи, это конкретно из опыта Ханны, это пациенты, которых она видела в Джетоугском районе. So yeah, this is a 42-year-old female. Итак, женщина, 42 года. She had left-sided breast cancer and went on to have a left-sided mastectomy and lymph node removal. У нее был рак левой грудной железы. Она перенесла левостороннюю мастектомию с удалением регионарных лимфатических узлов. And before she had the operation, she had been traveling back and forth to Bishkek every month for 2 years. До операции в течение 2 лет она проходила химиотерапию, и для этой химиотерапии раз в месяц она ездила в Бишкек и обратно. She has 4 young kids under 12. У нее 4 маленьких детей, все в возрасте до 12 лет. But she has a really supportive husband. Но у нее очень хороший, помогающий, поддерживающий муж. And her main symptom with us was pain in her left arm and some swelling. Так, основная жалоба, которую она предъявляла, это боли и отеки левой руки. And what I love about palliative care is that all of the details are important. Значит, что касается паллиативной помощи, очень важно помнить, что все детали важны. So really, getting to know the family and knowing, if possible, knowing if the husband is supportive, who she needs to care for, because that will all play into the goals that you'll have. Значит, очень важно знать семью, знать, какая там обстановка, поддерживает ли муж и так далее. Вот все эти детали будут иметь значение. So the specific management plan that I used for her. Мұны пакетке салып қойып, бірдекенің ішіне Извините, салып айтып пожалуйста, если вы говорите, выключите микрофон, пожалуйста. Да, вот так. Was that I showed her some lymphedema massage via a video. Так, значит, этой пациентке был предложен лимфодренажный массаж. Было показано видео, как это правильно делать. And we could recommend wearing a compression sleeve. Кроме того, было предложено носить специальный компрессионный рукав. And just really want to encourage you just to try different things, because I'm not an expert in lymphedema. It wouldn't be me doing it when I worked in England.
Так, значит, она просто хочет порекомендовать вам попробовать разные варианты, использовать все, что вы можете. Она лично не специалист по лимфатическому отеку. Может быть, в Англии этого бы она не делала. But I was able to find a really good video online, and it didn't matter about what language it was in, it's the pictures, and give that to the patient to follow herself. Значит, но ей удалось найти очень хороший видеоролик. Значит, он был, правда, на английском, но там были очень хорошие иллюстрации, поэтому пациентка могла посмотреть и, значит, понять, как это делать самостоятельно. And then really great that the patient can do something for themselves to help, which empowers them. Очень хорошо, если пациенты могут делать для себя что-то самостоятельно. Это расширяет их возможности. So then my second patient is a 72-year-old with end-stage nasopharyngeal cancer, so cancer of the nose. Так, второй пациент. Мужчина, 72 года, в терминальной стадии рака носоглотки. He lives with his son and family. Значит, живет с сыном и его семьей. He smokes about 6 cigarettes a day at the moment I was seeing him. Значит, пациент продолжал курить. На момент, когда она его осматривала, он выкуривал 6 сигарет в день. For the pain, he was on regular morphine injections. Значит, по поводу боли он получал инъекции морфина. He was sleeping a lot, but he was still able to walk around himself. Пациент в основном спал, но в принципе еще сохранял возможность ходить, передвигаться. So, often as physicians, we would say smoking is bad for you, and I definitely say that it is. Значит, обычно, как врачи, как медики, мы говорим, нельзя курить, курение для вас вредно. Ну и, естественно, она как специалист это бы сказала. But another reason that I like palliative care, that it isn't one formula, it's very tailored to each patient. Но еще одна причина, по которой ей нравится паллиативная помощь, она очень неформальна. Она привязана конкретно к пациенту. Для каждого пациента она другая. And often thinking, is this thing a patient is doing, is it harming or helping? И, значит, иногда мы думаем, что то, что пациент делает, это для него вредно, оно в некоторых случаях ему помогает. And honestly, the smoking has probably caused the cancer originally. Так. И говоря честно, если у этого пациента в основе его исходного заболевания, наверное, все-таки лежало именно хроническое курение. But at this point in time, I think it's probably better for the patient to keep smoking because it helps him to feel calm. He's not going to get withdrawal from stopping. На этом этапе его жизни уже, наверное, надо было позволить ему продолжать курить, потому что в этом случае, вот на этой стадии, курение уже ему помогало, оно его успокаивало, оно позволяло избегать синдрома отмены. And for this patient, actually, it's keeping him quite active because he goes outside to smoke. So it's keeping him going outside and walking when maybe he would just sit normally. Значит, для этого пациента, наверное, имело основное значение, значит, восстановить, поддерживать его способность передвигаться, потому что для того, чтобы покурить, он как раз выходил на улицу. So for this patient, it really was just encouraging walking around at home. Значит, этого пациента требовалось поощрить к тому, чтобы он продолжал передвигаться по дому. And just making sure a relative was around a lot of the time because he was becoming unsteady on his feet. Значит, только нужно было все время контролировать, чтобы кто-то рядом был из родственников, когда он ходит, потому что у него постепенно проявлялась неустойчивость, он неустойчиво стоял на ногах. And then can offer adjuvants like sticks and frames if needed. People can buy them from the local pharmacies.
Кроме того, можно было предложить какие-то вспомогательные средства для того, чтобы он был более устойчивым. То есть ходить с палочкой или ходить с ходунками, которые можно было купить в местной аптеке. So my next patient is a 90-year-old lady with end-stage dementia. Следующая пациентка. Женщина 90 лет, терминальная стадия деменции. And she'd been bedbound for the last 2 months when we met her. Значит, пациентка уже была лежачей последние 2 месяца перед тем, как они ее посетили. She was eating and drinking small amounts, but new pressure sores had formed. Они пила и ела очень маленькими порциями, и за последнее время у нее появились пролежни. I think since doing this work here, I've probably had to upskill myself the most on pressure sores. Так, вот здесь ей пришлось обновить и дополнить свои знания по лечению пролежней. So some of it is preventative, like I talked about before, especially if patients are bedbound. Значит, есть превентивные меры, которые уже упоминались раньше, особенно если пациент лежачий. And we were able to, but now these pressure sores have formed. How can we manage them? We need to think about. Так, и если уже пролежни образовались, то нужно разъяснить, как их лечить. And some of it is the same. It's the continuing of those preventative things, but adding some new things as well. Но кроме того, нужно продолжать принимать профилактические меры, чтобы не образовались новые пролежни, которые добавятся к уже имеющимся. So ideally, if patients are bedbound, they should be on a pressure relieving mattress. Так, ну, в идеале, если пациент прикован к постели, то он должен лежать на противопролежневом матрасе. But things aren't always as easy and simple as we hope. Но, к сожалению, не всегда все так просто, как мы надеемся. So we have an electric mattress that we loan out to our patients. Так, существуют электрические матрасы, на которых мы можем положить наших пациентов. But some people just haven't liked it. It was too big for the bed. It made them feel sick because the pressure difference between the areas of air. Но некоторым пациентам не нравится лежать на таких матрасах. Их практически укачивает, поташнивает, потому что все время меняется давление в различных частях этого матраса. Их качает. So we've also made our own by buying thick foam and then cutting slits out of it so those pockets open up to be pressure relieving. Ну, значит, поэтому они закупили специальную высокоэластичную пену и сделали из нее свои матрасы. Причем в этих матрасах можно делать вырезы, так, чтобы уменьшать давление в тех областях, где образовались язвы. And I've seen some people using like blow-up rings for pressure sores. Кроме того, вот она видела, что некоторые пациенты используют специальные надувные подкладные кольца для того, чтобы уменьшить давление на область пролежней. And though those can be really good for gynecological problems, like sitting on them with hemorrhoids. Так, такие круги также можно использовать для гинекологических проблем. Ну и кроме того, она видела, что пациенты с геморроем тоже используют такие круги. I don't usually recommend them for pressure sores because the skin that's on the ring bit is then being put under too much pressure and the skin probably will break down and damage in that area. Но она обычно сама такие круги не рекомендует для лечения пролежней, потому что вот в тех местах, где кожа примыкает непосредственно к кругу, значит, кожа слишком сильно прижимается. И там от давления тоже могут быть разрывы кожи и новые травмы. And then just, ideally repositioning patients every 1 to 2 hours. Значит, для профилактических целей в идеале нужно менять положение пациента каждые 1-2 часа. So if they can go from the bed to sitting in a chair, that's ideal. В идеале, идеально, если пациента все-таки можно поднять и посадить в кресло, хотя бы на короткое время.
But even if they're mainly in bed, just positioning them with pillows behind them so they're on their back and on their side, on their other side, and really, changing what position they're in. Но даже если пациент постоянно находится в постели, по-разному подкладывать подушки, чтобы он лежал то на спине, то на одном боку, то на другом, то есть регулярно менял положение, в котором он лежит. And then you can use different dressings for the pressure sores. Значит, кроме того, можно использовать различные повязки для пролежней. Unfortunately, I haven't really been able to find specialist ones at the moment where I am. Но, к сожалению, значит, you was able, or wasn't, sorry. I haven't been able to find the specialist dressings Значит, к сожалению, в то время, когда она там работала, ей не удалось найти специалиста по лечению пролежней. But I have found ones on some of the shopping apps that lots of people use here. So we've helped families to find them at a reasonable price on these shopping apps, and they've been able to purchase them. So it's just thinking around the problem sometimes. Так, значит, они поискали возможности для приобретения различных вспомогательных вещей, значит, за обоснованную, так сказать, не слишком высокую цену. То есть очень важно иногда подумать возможно, как бы вокруг проблемы, как еще можно помочь облегчить решение. And just really educating the patient, but also the relative, the carer, where pressure sores are more likely. So all the points where there's bony prominences, so just to monitor those areas. Значит, кроме того, очень важно обучить самих пациентов и их родственников, как профилактировать образование пролежней, как лечить. Ну, например, обращать внимание на места, где коже прилегают костные выступы. Все время осматривать на предмет начала образования новых пролежней. Это тоже очень важно. So often, lower spine, lumbar area, heels, back of the head where if they're laying down a lot, elbows, they're the places, and hips, they're the places to really watch out for pressure sores. То есть родственникам нужно объяснить, что такие места, как затылочные бугры, например, поясница, нижняя часть позвоночника, локтевые суставы, дальше область тазобедренных суставов, пятки. Вот это все области, где костные выступы находятся непосредственно под кожей. Именно эти области важно регулярно проверять. So then we've got just 3 more patients. So my next patient is an 82-year-old lady with a previous stroke. Так, у нас осталось еще 3 пациента. Следующая женщина, 82 года, перенесла инсульт. She was frail and mainly bedbound, had a reduced appetite and not really wanting to eat. Пациентка была очень ослаблена, в основном лежала в постели, аппетит снижен, практически отказывалась от еды. And sometimes she had been coughing on her food. И иногда во время еды закашливалась. So often, we want people to eat, always we want people to eat a rounded diet of fruit and vegetables, the different food groups. Так, значит, обычно мы стараемся, чтобы пациенты питались разнообразно, чтобы они ели овощи, фрукты, чтобы они ели разнообразную пищу. But sometimes that isn't possible with patients in this situation. Но в такой ситуации, как вот данная, это иногда невозможно. So it's really important to ask the patient if they can answer, like, why aren't they wanting to eat? Поэтому таких пациентов очень важно спрашивать, что они хотели бы съесть. Sometimes it's pain, or sometimes just certain foods just taste different and don't taste very nice. Почему они не хотят есть? Например, иногда эти пациенты, им кажется, что пища неприятная на вкус. Они не хотят вот это есть, не хотят пробовать, потому что им неприятно. Иногда им не нравится текстура. So some food is better than none. So for me, if a patient will eat ice cream every day, that's better than not eating anything. So in this case, I'm happy
with that. Но, значит, любая пища лучше, чем отсутствие пищи. Поэтому если пациент говорит, например, что он хочет мороженого, так пусть он каждый день ест мороженое. So yeah, it's just trying different things and things that they seem to really like eating. They can eat lots of that, it's okay. Поэтому нужно пробовать разные вещи. И если пациент что-то выбирает, и оно ему больше нравится, пусть он кушает это. And especially with the coughing, people like blending the food so there's no big chunks, thickening drinks, have more milkshakes, just having that rather than just thin water. Так. Дальше, значит, иногда важно, если пациент, например, хочет кофе, или если пациент хочет, значит, важно дать ему более питательные напитки. Если он только пьет, то, значит, дайте ему тогда, например, что-нибудь типа молочного коктейля, чем просто обычную пустую воду. Really getting her into a position that's not painful, but a better position to eat, so sitting up, putting different pillows around. Иногда пациента нужно просто поместить в другую позу, чтобы ему было удобнее есть и чтобы ему было не больно. Ну, например, подложить подушки, чтобы он мог кушать сидя. So sometimes, patients don't want to be in bed for everything, for eating, sleeping, the toilet. So even trying to just put in a different position, a different place for eating, then might help the eating experience. Иногда пациенту неприятно, что он все время в постели, что он все делает в постели. Он ест в постели, он спит в постели, он в туалет ходит в постели. Поэтому просто даже переместить его в другое место, может быть, помочь, в смысле, что в другой обстановке он будет лучше кушать. I saw, not for this patient, but another patient's husband had made a table that attached to the bed and like swung away from the table and into the patient so they could sit and have a table in front of them. Так, ну, например, вот не с этой пациенткой, с другой пациенткой, она видела, что муж сделал такой специальный столик, который можно было, значит, ставить у пациентки. Она как бы сидела за столом в кровати. So just again thinking, you can look on the internet of different equipment. If you can't buy it or it's too expensive, sometimes the family can make it or know somebody that can. So again, just thinking around the problem. Так, иногда можно в интернете поискать какое-то специальное оборудование, которое поможет. И если семья может его приобрести, прекрасно. Если семья не может его приобрести, то, может быть, они могут сделать самостоятельно или знают кого-то, кто может изготовить. То есть, опять же, подумать вокруг проблемы, выйти за пределы. So then patient 5, this is a 75-year-old lady with really complex cardiac disease who was suffering with breathlessness. Итак, пациентка номер 5. Женщина, 75 лет, с очень тяжелым сердечным заболеванием. Основная жалоба, основная проблема – тяжелейшая одышка. She was breathless on just moving about a meter, and she was mainly confined to her room because of this problem. Пациентка начинала задыхаться, пройдя буквально метр. То есть в основном ее передвижение находилось в пределах комнаты. And she was already on medication, furosemide and spironolactone, to reduce the pulmonary edema. Пациентка получала уже мочегонные фуросемид и спиронолактон для того, чтобы у нее не развился отек легких. But there are other things that we can do other than just the medication. Что мы можем сделать, кроме лекарственной терапии? When I don't know if any of you have ever been breathless, but it's really scary for people. Она не знает, видели ли вы пациентов, у которых вот такая тяжелая одышка, но они очень обычно испуганы, эти пациенты, тем, что они практически задыхаются. Because you can feel breathless, but then you get more anxious about it, and then you get more breathless, and it's this cycle that we need to try and help with. Пациент, у которого тяжелая одышка, он пугается. От этого, значит, у него развивается беспокойство, которое еще усиливает одышку, создается как бы порочный круг.
Страх усиливает одышку. So yeah, sometimes it's different positioning, so get the patient to sit up. Значит, чем мы можем помочь? Иногда просто поменять положение пациента, чтобы он сидел, а не лежал. But some breathing techniques can be helpful. Некоторые дыхательные упражнения могут помочь. Some of it just really simple, of just trying to get them to breathe in and out really slowly. Значит, это могут быть самые простые упражнения. Ну, например, значит, медленный вдох и медленный выдох. Постараться делать это медленно. So really, you need to help the relatives in this too, for them to be the calm ones when the patient is like this, and they can help the patient to do this. Значит, надо научить родственников, значит, успокаивать пациента, самим сохранять спокойствие, чтобы на фоне их спокойствия пациенты тоже переставали бояться и успокаивались. But you can also use a fan, so a big fan or a handheld fan, and just the movement of air for people can actually really help their breathlessness. Можно использовать вентиляторы. Это может быть большой вентилятор стоячий, а может быть настольный, неважно. Главное, чтобы воздух двигался, и это помогает пациенту с одышкой. And this lady that we saw was in a room which was very stuffy and hot. So actually just opening the window and getting a little breeze through in the summer actually helped her breathlessness. Вот у этой пациентки в комнате, например, когда они ее осматривали, было очень душно и жарко. Они открыли окно, и вот хотя бы небольшое движение воздуха, это было летом, сразу же ей помогло немножко снизить одышку. And then coming on to my last patient about pain. Последний пациент. Тут основная проблема – это боль. So this is an 80-year-old man with lung cancer and brain metastases, not for further active management and treatment. Итак, 80-летний пациент, у него рак легкого с метастазами в мозг. Дальнейшее активное лечение рака не проводится. The problem that he said was his main problem was pain in his left scapula. Его основная жалоба была боль в левой лопатке. So he was already on pamidodrol, just one injection every few days, which was helping. Значит, пациент получал уже помидорол в инъекциях, и, в принципе, этот препарат снимал болевые ощущения. And often, with pain, medication is helpful, is needed, but there's just other things that you can add before that or with the pain relief as well to try and help. Значит, зачастую пациенты получают уже обезболивающие препараты, которые помогают. Но, значит, для продолжающейся боли иногда можно предложить какие-то дополнительные мероприятия, которые можно попробовать, прежде чем добавлять дозы обезболивающих. So maybe a change in position. Ну, например, может быть, поменять положение тела. Sometimes having like a warm compress, like a rice bag, can help, or a cold compress if it's really hot. Иногда, например, могут помочь теплые компрессы. Или наоборот, если очень жарко, или это место боли очень горячее, можно попробовать холодные компрессы. Or maybe someone to gently massage the area with oils or just a simple moisturizing cream. Иногда помогает мягкий, осторожный массаж вот этой области, где болит, с использованием специального массажного масла или просто увлажняющего крема. So yeah, it's just really thinking about different things. Нужно подумать о различных мерах, которые можно попробовать. I always tell the patient that they're the boss and they get to decide. I'm not forcing anything on them through the advice I give to the nurses. Кроме того, мы всегда говорим пациентам, что они решают. Мы не будем их заставлять ничего делать. И медсестрам всегда даем тот же совет. Не заставляйте. Because I want to know that the patient has the choice. They still have that ability. Потому что пациент всегда должен чувствовать, что у него есть выбор, что у него есть право воли.
And often we need to try something, and if it works, amazing, we'll keep doing it. If it doesn't help, well, we stop that and then we start something else. Мы зачастую пытаемся что-то предложить. Если это помогает, прекрасно, мы продолжаем это делать. Если нет, значит, мы это отменяем и пытаемся предложить что-то другое. So I often don't like to do lots of things at once because then I don't know which one helped. I kind of like to try one thing, stop it, or add something to it and do it slowly like that, if possible. Так. И обычно желательно не пробовать сразу несколько различных способов, потому что, значит, мы тогда не знаем, что помогает, что нет. Поэтому мы пробуем что-то одно, значит, если это помогает, прекрасно, если нет, пробуем что-то другое. То есть медленно продвигаемся, пробуя разные варианты. And just always have in mind cost of things as well, and talk to the patient and relatives about that, because there's no point in recommending something that they just really can't afford. So I do really try to look at cost and work with the family with that. Кроме того, всегда смотрите на стоимость предлагаемых мероприятий, потому что нет смысла предлагать семье попробовать что-то, что они не могут себе позволить в силу очень высокой стоимости. Поэтому всегда, прежде чем предложить семье что-то, обратите внимание на сколько это стоит и может ли семья себе это позволить. And also, but helping the family, this one thing might seem expensive, but actually if this works, it will be cheaper or a similar cost to all of these other things that you've tried which haven't worked and aren't working. So sometimes helping them balance that up can be useful. И кроме того, значит, обратите внимание на то, что если что-то действительно дорого, но оно работает, оно может оказаться дешевле, чем пробовать различные варианты, которые стоят не так дорого, но не работают. И вы пробуете один за другим. Поэтому иногда важно помочь семье найти баланс между стоимостью и эффективностью. So yeah, thank you everybody for listening. If you've got any questions now, please do ask. If you've got any questions after you've watched this later on, please contact Anna. I'm very happy to be contacted. Итак, большое спасибо всем, кто слушал. Если у вас есть сейчас вопросы, задавайте, пожалуйста. Если у вас будут вопросы позднее, когда вы еще раз посмотрите эту презентацию, пожалуйста, свяжитесь с Анной. Ханна всегда готова ответить на любые ваши вопросы. So just to recap, because I don't know if it was on the recording at the beginning. Значит, еще раз напомню, что с самого начала велась запись этой лекции. So my background, I'm an adult physician just with an interest in palliative care. Так, значит, я хотела бы напомнить, что она специалист именно по внутренним болезням для взрослых, она взрослый врач, значит, ну, она очень интересуется паллиативной помощью. And I have started a project in the Jet-Ugus region of the Issyk area near Karakol for palliative care to support the health professionals in this area going to people's homes. И она, значит, основала проект на Иссык-Куле в Джедагузской области по паллиативной помощи. Они, значит, в рамках этого проекта они посещали пациентов на дому. So yeah, thank you for listening, everyone. And thank you, Dr. Arina. Here's my references. Большое спасибо всем, кто слушал. Вот это источники, к которым вы можете обратиться за дополнительной информацией. There is a comment. It's in English. Thank you a lot, Hannah, for practical cases, for your work and input in Kyrgyzstan. It was really helpful. Thank you, Irina and Anna. Oh, you're welcome. Thank you. Большое спасибо, Дима. Sultanat also said thank you. Yeah, пожалуйста. So yeah, if anyone has any
cases in the future, you can get my email from Anna. I'm very happy to support from afar as I gain more and more experience of using my practice from England in Kyrgyzstan. Так, если у кого-то есть еще клинические случаи, которые бы они хотели обсудить, что-то спросить по их поводу, получить какую-то помощь, то у Анны есть электронный адрес Ханны. Вы всегда можете на нее выйти, она с удовольствием поделится своим опытом, приобретенным как в Кыргызстане, так и в Великобритании. Спасибо. And if you had Lots of comments. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Yeah, I didn't know if you had anything to add, Anna. No, that's all. Thank you very much, Hannah. Thank you very You're much, welcome. Dr. Irina. Спасибо большое. До свидания, все. До Хорошего свидания. дня. До свидания.